Ребята, мы в Сибири. Да, это Сибирь, а не как в американских голливудских фильмах показывается всегда тундра, всегда пурга, всегда снег, водка, балалайка, медведи и вот это все. Сейчас август, на мне футболка, а мы в Тюмени. Говорят, это столица деревень. Говорят, лет 5 назад, точнее, говорили, что хочется бросить все и уехать в Тюмень. Собственно, мы так и поступили. Давайте же узнаем, ради чего. Вы, наверное, уже привыкли, что мы начинаем наши выпуски с набережной. В Тюмени это набережная реки Тура. И знаете, это пока самая странная и самая необычная набережная в моей жизни. Почему? Потому что здесь 3 уровня, а там еще 4-й. Чтобы люди ходили здесь, те, кто ходят медленно, здесь с собаками, например, а здесь те, кто бегают. Да и вообще, кстати, набережная классно. Там на великах можно покататься, ландшафтный дизайн такой, не стыдный, прям газоны, деревья хорошие. Симпатично, нравится. Кстати, видите мост? Конечно, видите. Он пешеходный и объединяет 2 части города. Как правило, в провинции такие конструкции называются мост самоубийц. Или Мост влюбленных. Я говорю, парни, пойдемте туда поснимаем. Счастье найдем. Нет? Нельзя? Да ну не по-пацански, ну Смотри, ты чё? смотри издалека, говорят. А любовь-то как теперь искать? приступаем к исследованию Тюмени. Предлагаю для начала посмотреть на город с высоты птичьего полета, доступным сейчас способом. Благодарю. Ух ты. Как в поезде. Все панорамненько. Вы помните, что показывать города сверху сейчас стало сложнее, поэтому мы в каждом городе вот пытаемся найти что-то, что поможет нам немножко взлететь и посмотреть на город со стороны. А так как этот парк реально большой, придется смотреть сверху. Я вижу исключительно современную застройку, такую, знаете, многоэтажную или кирпичную. Непонятно. Хотя Тюмени, на секундочку, уже почти 500 лет. Где вся эта старина? Но мы пойдем ее искать, когда вниз приедем. Так классно, мы шли по парку, нашли столы с шахматами, и здесь даже можно решать шахматные задачи. По утрам, понедельникам мозг прогревать. В центре Цветного бульвара находится фонтан «Времена года». Спокойно, я понимаю, что фонтанами вас не удивить, но, во-первых, там крутые скульптуры, это важно. Во-вторых, там крутые витражи, это тоже важно. Настоящие цветные витражи на солнышке блестят. Муа! Ну, хотелось бы, конечно, чтобы нефть оттуда била, потому что здесь как будто все на нефти стоит, но нет, там обычная прозрачная водичка. Абсолютно всегда лучший способ узнать город – это пообщаться с местными. И хорошо, когда у вас есть куча друзей и полезных связей. В этот раз, по совету Егора, это человек, который рисует заставки к нашим выпускам, мы отправились в театр «Космос». И, знаете, общение сразу задалось. Кирилл, расскажи, пожалуйста, что в Тюмени по молодежным движухам в культуре, в спорте и в ночном досуге, например? Начнем, наверное, с актуального. Прямо здесь сейчас у нас проходит проект. Мы выращиваем новое театральное сообщество. Называется он «Теплица». Ну, понимаешь, типа выращивать теплицы. Я понимаю, вы ребята креативные. Да, вообще там происходят разные форматы. Например, кинопоказы с обсуждениями, это не у нас. И лекции разных форматов. Здесь из интересного прямо сейчас за стенками этого зала идут съемки музыкального YouTube-шоу, называется «Вольта». В общем, все разнообразное вообще. Например, завтра к нам приезжает сюда московское стендап-шоу «Разгоны». Можно ли назвать эти места такими кластерами, где молодежь так консолидируется и рождает какие-то крутые идеи, крутые проекты, которые, возможно, даже и в бизнес, и в стартапы перерастают? Да. Если ответить коротко, да. Но если ответить развернуто, тут не только как бы про бизнес, там, предпринимательство и все остальное, тут же еще про творчество, про новые объединения, которые формируются из ребят, которые мыслят одинаково. Особо инициативные, так скажем, да, создают свои проекты и выводят их на защиту грантов и всего остального. Идем, гуляем по Тюмени, по каким-то центральным улицам, никого не трогаем. И
Открываем Кведо и смотрим на разные интересные туристические необычные места. Натыкаемся на усадьбу Колокольниковых, единственную сохранившуюся старинную купеческую усадьбу на территории Тюмени. Я считаю, надо зайти, разобраться, кто там жил, как он зарабатывал, и вдруг это была первая тикток-усадьба на Руси. Тюмень на рубеже вот этого времени, 1837 год, когда цесаревич город посещал, это совсем небольшой провинциальный городок, входивший в Тобольскую губернию, то есть это не центр Тобольской губернии даже условно, это, по сути, ну, такой, как вот сейчас старожилы даже вряд ли вспомнят такое словосочетание «Тюмень – столица деревень». Ха! А я в самом начале упомянул эту поговорку. И действительно, она имеет значение. В том плане, что Тюмень — это самый крупный город в округе. Почему это здание называют прародителем супермаркетов? Этим зданием достаточно долгое время владела одна из самых известных купеческих династий нашего города, купцы Колокольниковы, которые этому дому, по сути, и придали мемориальный вид. Вот мы сейчас с вами заходим в один из залов, который посвящен значимому событию в истории нашего города, приезду цесаревича Александра Николаевича, которого мы знаем как императора-освободителя, как императора Александра II. Но вот, будучи наследником престола, Александр Николаевич Романов это здание посещал на пути в Тобольск. Дважды здесь останавливался по пути в Тобольск и по пути из Тобольска. И купцы Колокольниковы как раз уже в 1888 году, приобретя эту усадьбу, этому зданию как раз и придавали такой вид, чтобы для людей, для жителей нашего города это тоже было напоминанием, потому что тут такое значимое событие в городе происходило. Мы тут уже погуляли немного по городу, посмотрели даже с колеса обозрения, и пока у меня нету какого-то четкого представления об архитектуре города сейчас. Какие-то исторические здания я могу наблюдать. Очень много советской застройки. Из этого вопрос. Когда Тюмень получила свой буст к развитию? И когда больше всего она застраивалась? Потому что сейчас непонятно, как будто бы самая вот такая ушедшая уже ее история, она совсем не видна. Ну да, она совсем в небольшом количестве архитектурных памятников сохранена была. То есть на самом деле вот этот буст, как вы говорите, он происходит после того, как здесь на территории уже Тюменской области, которая в 1944 году образовалась, нашли нефть, стали проходить массовые геолого-разведочные работы. То есть сюда, здесь, по сути, центр умов в Тюмени расположился, глав Тюмень геология была создана. То есть как раз люди сюда ехали, в том числе осваивали новые территории. Получается, Тюмень получила свое максимальное развитие при Советском Союзе, такой индустриальный город. До этого он был маленьким, и вот внезапно вырос до почти 1 миллион человек, да, сейчас? Ну, сейчас по последней переписи населения 853 тысячи человек. В 1895 году Степан Колокольников унаследовал у отца крупное торговое дело. Семья имела монополию на торговлю чаем на самой крупной ярмарке. Деловые связи предприятия простирались далеко за границы России. Давайте заглянем во второе здание. Здесь, помимо выставки, можно посетить мастер-классы и послушать интересные истории. Как на Руси пили чай раньше? В основном крестьяне у нас пили чай в прикуску, а мещане же, либо богатые люди, пили чай в накладку. То есть они накладывали и пили его, а крестьяне пили чай и прикусывали его сахаром. То есть они клали сахар не в чай, а в рот? Да, да. И старались выпить как можно больше чая с этим кусочком сахара. Для крестьянских детей кусочек сахара был настоящим подарком на праздник. Если вы не знаете, что подарить своему племяннику, подарите ему пару кубиков сахара, пусть знает. Так, вы посмотрите, какая самобытная и эксклюзивная подставка для чая и конфет у нас получилась. Даже если вам не нравится, попробуйте сделать лучше сами. Не знаю, как у вас, а у меня тем временем разыгрался аппетит, и утолять его мы отправляемся в самый настоящий ЧУМ. Это не только ресторан, но и одновременно музей Тюменской области. По нашей легенде, вы прилетели к нам вот на таком вертолете, попали на сибирскую землю в непроходимые места. Здесь у нас мох, ежевельник, ягерь. А комары есть? Комары, конечно. Приехали вы на крайний север для освоения, для добычи нефти. Здесь у нас представлены первые пробы нефти. Нефть настоящая, очищенная в колбах. Совпало таким образом, что 16 лет назад, когда мы открывали ресторан,
Одни из наших гостей освоили новую скважину и привезли нам нефть в подарок. Приехали вы к нам вот с такими командировочными чемоданчиками, живете в вагончике нефтяников-геологов, хорошо работаете, получаете различные грамоты, медали, ордена. В свободное от работы время смотрите вот такой вот антикварный телевизор, слушаете радиоприемники, транзисторы, радиолы, пьете чай из алюминиевой бездонной кружки, по утрам встаете по такому будильнику, броетесь электробритвой Агидель, Харьков. Добыча нефти идет успешно, и она у нас течет рекой по потолку. Вот такая вот нефтяная река у нас. Тюменская область у нас здесь представлена в виде золота, так как нефть считается черным золотом. Мы находимся с вами примерно здесь. Здесь у нас Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Обская губа. Вы так хорошо обрисовали картину, как будто я просто попал вот в этот быт, уже принят на новую работу, и у меня абсолютно новый образ жизни. Но этому образу жизни, я так понимаю, лет 50, да, уже? Потому что это получается начало 60-х, 70-х годов, да. Помните, в Петрозаводске мы уже были в ресторане-музее. Зал ресторана «Чум» оформлен в стилистике фактории и наполнен самобытными элементами и фотографиями. Водка московская особая, это подарок от гостей, она у них сохранилась примерно где-то 60-е, 70-е года. Такая вот чебурашка, по-моему, называется бутылка. Ну, за столько лет произошло уже естественное испарение. В авоське она у нас так и висит. Ну, у нас здесь, соответственно, норки больше, чем водки. У вас здесь представлена северно-таежная кухня. Как ее можно обозначить географически? Вот есть северная кухня, там, Петербург, Карелия, Мурманск. Есть Урал. Чем-то Урал отличается от, например, Байкальского севера? Да, конечно. На Урале не водится ни муксун, ни нельма, ни стерлядь. А у нас на севере, в Тюмени, в Тобольске и дальше муксун, нельма, стерлядь, осетрина, оленина. Как раз то, на чем мы работаем, наши основные продукты. Ну и наши тюменские леса, где косуля, кабан, лось. Все то, что представлено у нас в меню. Так, пора все это пробовать. И не где-нибудь, а в стилизованном чуме. Ой, а что нам принесли? Это сибирская тема. Рыба муксун. В чем история? Ненцы, коренные народы, брали рыбу, ловили ее зимой, замораживали, либо сразу на льду, либо в пути она замораживалась, и потом уже по жесткой, как лед, рыбе острым ножом делали вот такие строгающие движения, и получалась строганина. Сказали, это максимально сырая рыба, поэтому она подается на льдине. Она не соленая. Это просто замороженная сырая рыба, которую мы сейчас едим. Мне сказали, что это безопасно. Я привык доверять людям. Давайте попробуем. Ну, пахнет почему-то морским запахом, хотя рыба-то пресная. Ой, очень нежная. Она прямо тает во рту. Но я понял, что я балбес, так как у меня есть макала. Это соль и перец. И сюда эту рыбку нужно макать. Кстати, она примерзает сразу обратно к льдине. Так, макнули. Вау, обалденно. Это правда новый опыт. Я ел много соленой рыбы. Но вот именно сырой, замороженной. Я не знаю, это можно сравнить с мороженое из рыбы, наверное. Только если так. Очень классно. Вот за новыми впечатлениями в такие места и нужно приходить. Приступаем ко второму. Я выбрал оленину в соусе из вина с мочеными маленькими дикими яблоками. И, внимание, нас все еще преследуют съедобные шишки. И мне сказали, что их можно есть, поэтому я хочу начать именно с них. Кто не пробовал шишки, странно, что вы этого никогда не делали, это очень резкий вкус, очень насыщенный. И вот он приходит секунд через 10 после того, как вы шишку съели. Шишку надо закусить олениной. Кто не понял, основное блюдо это именно шишка, а оленина это просто закуска. Очень нежное мясо. На вкус напоминает, я не знаю, это не похоже на говядину, это не похоже на лосятину. Это что-то другое. Все-таки ближе к лосятине, чем там курице, свинине и так далее. Но какого-то там страшного специфичного вкуса, как, например, у баранины, да, я не чувствую. Поэтому вполне себе рекомендую для всех. Помните ребят с театра «Космос»? Вечером мы снова встретились с ними и прогулялись по самым топовым андеграундным молодежным местам. И начали мы с пешеходной улицы Дзержинского.
Слушай, ну это вообще какое-то супер место, ребят. Сложно описать эмоции, но я реально восхищен, что вот просто в центре города есть, во-первых, пешеходная улица, которая, ты сказал, Она соединяет год очень назад удобно. была всего лишь машины здесь ездили. Да, да. Она очень удобно соединяет центр города и набережную, к которой мы сейчас как раз идем. Это невероятно, потому что здесь дети качаются, там какие-то тусовки, там элитные рестораны, там музыканты играют, девушки танцуют, просто много красивых, жизнерадостных людей. Я пока, честно говоря, не видел ни одного неадеквата какого-то. То есть здесь контингент прям Здесь не бывает. понимает, что происходит и где он находится. И это очень классно. Это вот чувствуется, знаешь, настоящая такая молодежная душа, как бы пафосно это не звучало, но вот ты приходишь, ты понимаешь, что ты можешь подойти к любому человеку, с ним там поздороваться, ну, о чем-то пообщаться, там, с девушкой познакомиться, которых у вас тут прям много симпатичных, я заметил. И это прям круто. То есть вечером четверга вы просто выходите на улицу Тюмени, и здесь движ. Это редкое И явление. это еще мало людей. Это еще очень мало людей. Андрей анонсировал, что мы дойдем до набережной, но вообще не тут-то было. Мы застряли и зацепились. Значит, на набережную мы пойдем завтра. Что за танцы происходят? Это кей-поп кавер-дэнс. Кей-поп. Кей-поп, да. Кей-поп кавер-дэнс — это активно развивающееся направление сейчас. В России оно сейчас только набирает обороты. Танцующие люди, танцуем классные танцы, которые нам нравятся, выступаем на фестивалях. I see across the room, X marked on the spot, everybody tryna zoom, zoom. But this is casual, another night with the wolves, but I should be dealing with them, she's a damn professional. Что за велодвижуха у вас такая происходит? У нас кастом-клуб «Медведи на велосипедах». Это класс лимузинов, то есть любой велосипед, у которого длина цепи больше 3 метров, это лимузин. Зачем? Ну, в первую очередь, комфортно. У вас спина прямая, ноги вперед вытянутые, то есть посадка максимально расслабленная. Это как чоппер? Да, это как чоппер, только в мире велосипедов. Круто. Прокатиться? О-о-о. Ну давайте прокатим. Конечно, вернемся. Местные тюнинговщики BMW мне пока не дают, но с велосипедами я дружу давно. Достаточно необычное ощущение. Сейчас нам перекроют всю дорогу, и мы поедем. Так. Достаточно большой угол разворота. Это правда другие ощущения. Я даже не знаю, как передать. Вы реально едете как на какой-то ладье огромной. Встречай меня, я буду на черном лимузине. А мы снимаем travel-шоу по России, поэтому мы здесь гости. А мы тоже здесь гости. Вы тоже? А вы откуда? А мы с Байкала приехали. А что вы тут делаете? Ну, то же самое, что и вы. Только мы не тревел-шоу снимаем, мы музыку играем. Класс. Знакомимся с Россией. Вы путешествуете по разным городам и Вообще играете? конкретно, да. Каждый где уже летний были? сезон. Где мы только не были. В Красноярске мы были, на Алтае были, в Новосибирске были, в Екатеринбурге были, в Тюмени второй раз. Тюмень классный город, вообще классный. Где мы еще были? До Владивостока не доехали, в Питер, Москву нас зовут, но мы все едем, едем и едем. И у нас есть, да, есть камень преткновения. Тюмень! Бам, попали, сломались. Что такое Тюмень для вас? Что вы поняли? Тюмень, во-первых, один из процветающих городов России. Увы, но нам есть с чем сравнить. Главное, это не то, что красота и чистота города в Тюмени. Главное, это люди все-таки. Люди в Тюмени, они кардинально отличаются вот именно своей так называемой тюменистостью. Вы не поверите, но из 3 попыток пообщаться с людьми на улице ни один из них нам не отказал. То есть мы просто подходили и начинали общение. Я делаю вывод. Люди в Тюмени очень открытые. Давайте свернем в какой-нибудь двор. Вон прикольная вывеска «Никто не спит». «Никто не спит» — это книжный магазин-третье место, где
происходит книготорговля в первую очередь и разные события. Вот у нас есть небольшая комнатка, и там что только не происходило. Кинопоказы, лекции, посудный своп недавно был. Вот. Это все такие бесплатные мероприятия, которые призваны как-то объединить тюменцев и добавить в город того, чего не было. Потому что, не сказать, чтобы у нас прям такая досуговая повестка, дым коромыслом, и чего нам не хватает, то мы в город и привносим. Почему вы третье место? Это такой термин, так сказать. Термин, который... Где первые два? Ладно. Знаете, да, что такое третье место? Нет. Это как раз про досуговое объединение, чтобы люди шли не на фудкорт в ТЦ условно и не только в бар, а куда-то еще. Вот. Они могут тут сесть на диванчики, поработать за ноутбуком, под кондиционером посидеть, книжки почитать. Некоторые путают нас с библиотекой, потому что, да, такой более свободный формат книжного, не так, как в Читай-городе. У тебя стеклянный шкаф, там все заставлено, один диванчик, одно креслице. Тут можно даже на ковролин сесть. Или на стремянку залезть, если не боитесь. То есть я могу прийти, взять какую-то книгу и просто сесть ее почитать. Да. И в теории даже не покупать. Да, только аккуратно лучше читать. Вот такие места притяжения точно привлекают. Кстати, в ассортименте вы сможете найти сам издат, редкие и интересные издания, сувениры и просто всякие приколюхи. А еще мы спросили у Катерины, как же в принципе правильно читать. Я вот тут сталкиваюсь со всяким принудительным отношением к книгам, когда родители хотят, чтобы их дети читали, кто-то хочет кому-то подарить подарок, но вообще не знает, читает человек или нет, надо, не надо. Самое главное — исходить из своей потребности, а не из марафонов, количества страниц в день. Вот если вам хочется, почитайте, не хочется, не читайте. Пам! Лично вы можете слушать аудиокниги? Мне что-то какое-то плохое. Я смотрю интервью, я не слушаю аудиокниги. Вот так вот один поворот от центральной пешеходки привел нас к интересному смолтоку и новым знакомствам. Окей, а теперь предлагаю попытать удачу и свернуть с маршрута еще разок. Мы переместились из одного культурного места в помещении в другое, на улицу. Что здесь происходит? Это андеграунд-тусовки? Это тусовки для творческой нашей молодежи. Каждую пятницу-субботу здесь тусуется творческая молодежь. Это чил-зона своеобразная. Здесь не клуб, не потанцевать, а скорее посидеть, поболтать с друзьями, пропустить по бутылочке чего-нибудь хмельного. A few moments later. За молодежную Тюмень. Да, классно. То есть вы поняли, да? Всего лишь знакомые знакомых, которые устроили нам невероятное свидание с городом. Это и есть сила социальных связей и открытости новому опыту. Пользуйтесь, наслаждайтесь. Прикольно. А насколько много таких мест в городе? Нет такого, что весь город тусит в одном или двух барах? Подобных мест на самом деле очень мало, но при этом не сказать, что здесь тусит весь город, потому что, правда, такой формат подходит далеко не всем. И здесь, правда, здесь тусуется определенный контингент. Творческая, немножко пьющая интеллигенция. Так, меня привели в бар. Опять все ради съемок, друзья, все ради вас. Давай пару слов об этом месте. В этом месте каждые выходные происходит дикий, материться можно или нет, происходит дикий тусич. Несмотря на маленькую площадь этого места, здесь собирается нереальное количество людей. И даже музыка, вот, которую мы сейчас слышим, ее не слышно из-за того, что люди поют громче, чем она играет. Именно вайб, чтобы попеть песни, поорать. Это место, куда народ, гуляя, заходит, что-то выпивает, сидит там полчаса-час и идет дальше, правильно? Или здесь весь вечер? Да. То есть есть те проекты, то есть прям осаживается, и вот прям до Талова здесь, и до Талова, не знаю, здесь поет, тусит, выпивает. Настал новый день, и появилось новое настроение. Сегодня я предлагаю окунуться в классику и отправиться постигать прекрасное. Екатерина, расскажите нам, пожалуйста, про этот музей. Во-первых, он гигантский. И вопрос, здесь все исключительно тюменское и окружности, или это в целом музей искусства абсолютно разного и со всего мира?
Ну, мы находимся в главном здании музейного комплекса имени Ивана Яковлевича Славцова. Здание, как вы правильно заметили, огромное, и это только малая часть наших музеев, которые находятся на территории города. Здесь в целом не только выставки, здесь огромное фондохранение. И что касается экспозиции, мы показываем не только наши фонды. К нам очень много приезжают из других городов, из других регионов, и выставки могут быть самые разные. Сейчас мы музей преимущественно художественный, на самом деле. Например, на 5-м этаже выставляется Никос Сафронов. Также пространство, где мы сейчас находимся, оно посвящено именно тюменским промыслам и ремеслам, то есть это то, что характерно для нашего региона. То есть очень по-разному все. Какие особенности промысла у вашего региона? Чем это отличается от соседей? Ну, есть в целом определенные промыслы и ремесла, которые развивались здесь, на территории нашей нынешней Тюменской области, и предметы, которые нас окружают, они нам об этом, собственно, и рассказывают. То есть это и гончарное ремесло, и ковроткачество. Здесь прекрасные примеры дымников, то есть это буквально навершие труб, которые, с одной стороны, защищали деревянные дома от летящих искр, чтобы не произошло пожара. С другой стороны, это украшение, это то, что придавало городу уникальный облик. И, допустим, вот такие тюменские дымники, они делались, собственно, только на территории Тюмени. В музее 5 этажей, и все выставки в них меняются. То есть, если вы приехали не в первый раз, то заглядывайте в этот музей снова и снова. Каждый раз будет что-нибудь новенькое. Кроме того, есть электронная библиотека и специальный детский центр. Внизу есть целая... Давай еще раз. Заело. Внизу есть целый детский этаж. Сюда могут попадать дети, когда их родители ходят по остальной части музея. Но дети здесь не просто скучают, у них есть своя интерактивная каникулярная программа, то есть чтобы пока у них нет школы, они не сидели в тиктоках, а вот здесь развивались, развлекались, общались и вот так полезно проводили время. Очень классно. Такая продленка. Ну, я от себя хочу сказать, что музей выглядит классно, он не перегружен какими-то лишними деталями, то есть сам интерьер, он очень такой минималистичный, приятный и не отвлекает, как это часто бывает. Вот на выставке Никоса Сафронова я впервые в жизни увидел, чтобы картины были высвечены проектором ровно прямоугольной формы. То есть вокруг темно, и ощущение, как будто сами картины светятся. Вы уже, конечно, знаете, что в приложении Кведа есть экскурсии. Вы можете зайти, выбрать себе что-то и пойти получать знания, но не ту, на которую мы пойдем сейчас, потому что это экскурсия на кладбище. Если она вам зайдет, вы нам напишите в комментариях, мы сделаем все возможное, чтобы эта экскурсия тоже появилась в нашем приложении. Влада, ты первый человек, который привела нас на кладбище. Я как бы в своей жизни не то чтобы гулял по кладбищам, потому что они мне не вызывают какого-то там эстетического, как минимум, наслаждения. Но вот сюда мы пришли, доверившись тебе. Что здесь можно посмотреть? Мы с тобой оказались на Чукотевском кладбище. Это исторический некрополь. Он был открыт в конце 19 века, и захоронения здесь были до 62 года прошлого века. Что здесь интересного лично для меня? Во-первых, здесь сохранилось около сотни дореволюционных памятников, которые, конечно же, очень отличаются от типовых советских, потому что у них особо архитектурные формы, какие-то красивые элементы. А с другой стороны, кладбище мне интересно с той точки зрения, что это своего рода музей истории города под открытым небом. Кто здесь захоронен? Кладбище было общегородское. Здесь хранили всех. Здесь хранили купцов, здесь хранили крестьян, мещан, людей разных профессий, если о дореволюционном периоде говорим. Здесь люди разных конфессий. Кладбище поделено на несколько секторов. В частности, здесь есть еврейский сектор, мусульманский сектор, православное захоронение. В общем, здесь хранили всех, в том числе и каких-то известных тюменцев, купцов, меценатов. Вообще у нас есть несколько маршрутов по этому кладбищу. Одна экскурсия обзорная, где мы в основном показываем знаменитые захоронения и дореволюционные памятники. Мы вот сейчас приближаемся к одному из них.
Вот этот памятник дореволюционный. Давай с тобой его обойдем с разных сторон, посмотрим, что здесь написано. Здесь очень много какой-то информации, фрагменты из молитв, но здесь нету главного. Здесь утрачены плиты, и здесь нет имени человека, который здесь похоронен. Но здесь есть точные даты смерти, по которым мы установили человека. Только у одного из тюменцев все в доскональности совпало, который умер в 1913 году, и мы узнали, что здесь похоронен тюменский купец Петр Набоких. Мы нашли еще один дореволюционный памятник, то есть им вот больше 100 лет. Это не реконструкция. Нет, это не реконструкция, это оригинальные памятники. Все это памятники начала 20 века, захоронение семейное. Здесь покоится семейство Мушаровых, очень известная для Тюмени фамилия. Был такой заводчик у нас Николай Мушаров, основатель чугунно-литейного завода. Сам он здесь не похоронен, но здесь все его близкие. В современности мы уже встречали здесь какие-то следы ритуалов, обрядов, которые, видимо, практикуют тюменцы. Например, однажды мы здесь нашли отрубленную голову черного петуха. Ну, отец. Я погуглила, оказалось, что это вот прям такой, атрибут неотъемлемый черных ритуалов. Есть забавный случай. Однажды я здесь нашла бутылку прозрачную, в которой была вставлена фотография девушки, и был вложен листочек, на котором было написано что-то на латыни, а потом на русском «Отстанет Алексей, отстанет Алексей». 10, и что-то там аминь, в общем, так и свершится, да будет так. Очень интересное смещение культур. Да, видимо, какой-то вот любовный треугольник, любовная драма, и таким способом кто-то решил вот так эту ситуацию разрулить. Пообщавшись с Владой, мы поняли, что на самом деле это все не просто развлечение, а способ привлечь внимание к реставрации и сохранению историко-культурного наследия города. Тем более, некрополь находится в самом центре города. Например, в Европе подобные локации создают, поддерживают и охраняют. Может, и нам стоит перенять позитивный опыт? Следующая точка нашего путешествия — село Енотово. Но за город нам ехать не придется. Это название центра, в котором Валерия приютила енотов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это не контактный зоопарк, очень важно, а целый центр спасения полосатых. Причем посещать их можно в строго определенное время, чтобы не нарушать режим отдыха. Здравствуйте. Проходите. У меня 4 девочки, 2 мальчика. Валерия самоотверженно помогает этим животным справиться и снова социализироваться. Вы только посмотрите, какие они дружелюбные, общительные, пушистые и довольные. В чем смысл такого места? Это как демонстрация людям вот таких экзотических животных, что вот есть такие, приходите, посмотрите, или это больше такое про энергетику, про тактильность? Это больше про любовь. Я в них влюбилась. Просто, это, так скажем, мне судьба свела с чужими енотами. И они потрясающие. Вот бывает грустно, ты заходишь к ним, 20 минут посидишь и хватает. Просто даже понаблюдать. Бывают, они начинают тебе приставать совсем в наглую. Для людей по-разному. Есть, конечно, кто приходит просто пофоткаться, а так очень много кто даже без фотоаппарата. Вы не пробовали вырабатывать электричество? Да, была у меня эта мысль, но как-то не получится, я думаю. Очень старается. Да. А вот после питомника енотов в городе мы с вами действительно рванем немного за город. Мы поехали, можно сказать, к коллегам. Они, правда, вейкбордисты, а не блогеры, но тоже исколесили почти всю страну, и не только. Это нас и привлекло. Артем, мы не на Гавайях, не на Гоа, не на Бали, мы в Тюмени. Но, тем не менее, у вас здесь есть вейк-парк и даже, я так понимаю, лагерь. В чем его главная цель? Привить культуру к водным видам спорта, просто занять время или показать, что можно и в Тюмени ловить волну? Что касается детей, не у всех есть возможность отправить ребенка к бабушке. У нас здесь все-таки контакт с природой, вода. Это просто возможность дать детям детство настоящее почувствовать, то есть летний отдых с активностями на воде. Для взрослых это разгрузка, опять же, активное времяпрепровождение. Для кого-то это любимый спорт. Давай разложим сложность катания на вейкборде. Есть сноуборд, есть скейтборд, есть серф.
Какая иерархия? Я бы вейкборд поставил по уровню сложности на первое, самое простое. То есть это самое простое. Потому что, в отличие от остальных видов спорта, у тебя есть дополнительная опора в виде ручки. Это гораздо проще обучаться. Ты сам увидишь, если вот попробуешь, за 15 минут мы ставим абсолютно всех. Что ж, вызов принят. Это мой первый раз. Принимаю ставки. Буду я валяться лицом или все-таки поеду? Если мы едем туда, то доска лежит, мы будем лежать в воде на спине, доска будет лежать вот так перед нами. Следовательно, когда едем обратно, она лежит в обратном. А как вот я лег поперек, да? И как мне правильно развернуться? Я же должен ехать прямо, то есть вот туда, правильно? Первым упражнением это будет проехаться пока сидя. Короче, скажу так. Естественно, первый блин был комом, и меня болтало всяко разно. Но с каждым новым кругом и наставлениями инструктора я все увереннее становился на вейкборд. И уже минут через 15 я исполнял что-то типа змейки. Стоит сказать, что я катаюсь на горных лыжах. На сноуборде я никогда не катался. И теперь мне интересно после вейкборда попробовать сноуборд. Тот же вот сноуборд, скейтборд, кайтинг – это все подводящее к этим видам спорта. То есть начинать лучше всего именно с вейкбординга. Ты упал и ничего, никаких там травм, ни переломов, ничего такого. Вот, то есть ты уже подготовленный, идешь там на сноуборде, у тебя навык есть там какого-то скольжения. Правильно вот, начинать с вейкборда. Это безопасно и как-то более гармоничный будет вход в любой другой вид спорта. Спасибо Артему за экскурс в мир вейкбординга и до встречи в путешествиях. А мы решили еще полюбоваться природой и подышать свежим воздухом. Разные места мы смотрим в наших выпусках, и время поглядеть на большое количество зелени и просторов. Это Затюменский экопарк. Мне сказали, это место, в котором можно классно погулять, покататься на велике, или если ты совсем ленивый и уставший, то на самокате, что я, собственно, и выбрал. Там минимализм, красота и природа, но какие-то предметы искусства и культуры там все-таки есть секретные. Вот я их и поехал искать. А вы пешком пойдете. Парк огромный, приближен к натуральному лесу, но все же комфортный, с дорожками, скамейками, освещением. И очень круто, что здесь сделаны дорожки из опилок. Это супер для бега. Бегать по опилкам гораздо полезнее для ваших коленей, чем бегать по асфальту. Запомните это. Ну и какой-то аутентичности, мягкости, вот ощущения леса здесь точно больше. Плюс опилки не пропускают через себя почву, значит, там не будет грязи и не будет луж. Гулять можно даже под дождем. Первая моя находка — это домики для птиц. Хотел назвать скворечниками, но, судя по всему, это не только для скворцов. И вы посмотрите, что за ресторан здесь. Нашел следующий арт-объект, и это кабан. И выглядит это так, будто просто хранились дрова, со временем они сползли, одно, самое главное, вылезло немножко вперед, кто-то там подъел 2 кружочка, и мимо проходящий ночью охранник такой: о, да, это, конечно, мне напоминает того кабана с Арходы. Все, пожалуйста, арт-объект. Вроде можно и подумать, зачем нужны эти скульптуры. Здесь нету подписи, непонятно, что они значат. То есть просто медведь из досок. Но это хорошие ориентиры. Например: эй, друг, давай с тобой сегодня встретимся и погуляем у кабана. Еще это могут быть просто интересные ориентиры, чтобы куда-то добраться. Не просто там гуляя и катаясь по огромному парку, а сделать сегодня цель. Тренировка от кабана до зайца, завтра до медведя, потом комбинировать все это. Ходить приходится много, чтобы город-то посмотреть, как-то своими ногами все это гораздо эффективнее. И тело мое говорит: парень, пора расслабиться, пора помыться. И под это дело, ребята, где-то надыбали какую-то баню. А под это дело ребята в Кведо нашли потрясающую баню. Сказали, там тебя сейчас намоют, напарят. И вообще будешь как новый. Можно выставлять на продажу. В смысле, будешь просто классным человеком. Ну, пойдем. Баня в
Тюмени, в Тюменской области, насколько глубоко сидит в культуре? Я могу сказать больше. Мне кажется, баня – это вообще такой культурный код. Наверное, не только для жителей Тюмени, а для всего русского народа. Что касается Тюмени, если взять рынок банных услуг и количество бань 5 лет назад, это были единицы, это были индивидуальные частные бани. Либо маленькие банные комплексы, как я вам сейчас объясняла, на компанию там, от 2 до 4 человек, где кроме вас и мастера больше никого не было. Буквально за 2-3 последних года в Тюмени уже насчитывает 2 банных комплекса, это точно. Ну и помимо этого открываются различные загородные базы отдыха с наличием именно бань, уже профессиональных. Собственники, они консультируются с нами, с пармастерами, с производителями для того, чтобы построить у себя качественную, хорошую баню. И сейчас, конечно, Тюмень показывает замечательные результаты, даже смотря, если общую обстановку по России. И нас уже многие знают, о нас многие слышат. Именно мы гордимся не только своим местом, но и своими мастерами. Уважаемые гости, приглашаю всех на общий пар с ароматом полыни. Приглашение, естественно, было принято, и вот тут-то начался кайф. Дорогие гости, я рад вас приветствовать в городских парилях, пожалуй, лучших банях России. Давайте поприветствуем друг друга. Меня зовут Никита, я проведу для вас общий пар с прекрасным ароматом полыни. Действие в общей парилке мне напомнило, знаете, такой ритуал. Мы все сидим, играет музыка, мужчина в интересной одежде с интересными вениками выполняет странные движения, но тебе тепло, хорошо и приятно. А это было только начало. Сейчас у нас будет барская мойка, в которой мы помоем не только тело, помоем еще и голову, и душу, и сделаем массаж шейно-воротниковой зоны головы. Я не знаю, что здесь добавить, потому что медитация и легкий массаж, и спа-процедуры. Чувствую себя опрятным, чистым и свежим. Знаете, почему все так круто? Втройне, в десятерне, потому что нас мыл чемпион Тюменской области по спа-бане. Это вид спорта, прям соревнования проходят. Это не вид спорта, я думаю, это приближено. Но, конечно, уже в России более 10 лет проходят соревнования по банному мастерству, отдельно по классическому парению и по спа-процедурам. Вот я чемпион Тюменской области по спа и вице-чемпион 2-го места по классическому парению. Мне чемпионом быть не грозит, но подопытным вот этим манекеном я быть всегда готов. Так, надо соображать обратно в жизнь. Мы идем на парение. Самая такая хардкорная, я думаю, процедура. Распарились немножко, намылись. Я думаю, я таким чистым не был просто никогда. Посмотрим, что сейчас делают со мной в парилке. Пока ты страдаешь, продюсер отдыхает. А это всегда так, ребята, это работа. Давайте забастовку. Почему американцы бастуют, а мы не можем? Почему он сидит, отдыхает, а я там запарился? Следующий пункт – индивидуальное парение. И так как здесь вас точно еще нигде не парили. После такого удовольствия я рекомендую насладиться еще раз местной сибирской кухней. Она уж очень сытная, вкусная и аутентичная. Как говорится, если пробовать дары Сибири, то уж в Сибири. Десерт называется таежный, и по легенде нам сказали, его придумали дембеля. Мне кажется, это произошло по той же схеме, как и салат Цезаря. Вот что-то было из небогатых продуктов, которые обычно есть там, собрали вот такую красоту, залили все сгущенкой и сказали, вот десерт. Сочетание, как и все в этих банях, очень контрастное. Как для тела полезен контраст, так и для вкусов. Здесь и кислое, и сладкое, и холодное, и такое тепленькое. Я чувствую свою любимую морожку. После такого спа, набравшись сил, можно смело отправляться дальше, покорять город. Кстати, у КВЭДа вышло обновление и появилась новая вкладка, называется «Полезные учреждения». Например, вы приехали в другой город издалека и потеряли паспорт, или вам нужно отправить посылку, или письмо,
если у вас закончился интернет, то можете сюда зайти, посмотреть. Например, в Тюмени вот я нашел Союз армян Тюменской области. И вот такой тоже имеется. Вы не поверите, но мы снова вернулись на набережную, так сказать, к истокам выпуска и закольцевали наше путешествие. Прогуливаясь по набережной, взяв какой-нибудь себе напиток безалкогольный, можно найти много всего интересного, как поющих, танцующих людей, так и вот такие креативные пространства. Пароходство Калмыкова. В 19 веке это был центр деловых всяких движений, а в 21-м сегодня это центр творчества. Там происходят всякие лекции, кинопоказы, мастер-классы, спектакли и вот это вот все, выставки, кстати. То есть творчество там кипит. И это классно, когда в городе из таких старых промышленных или деловых центров делается что-то современное, творческое, и люди могут там встречаться, что-то создавать, что-то придумывать и просто наполняться вот этой энергией креатива. Мы гуляем по набережной дальше и нашли местечко, где нам дали ракетки в залог моего телефона. Это бар «Водокачка». Здесь можно днем вот так потусоваться, просто посидеть, отдохнуть на солнышке. А вечером здесь начинаются, естественно, барные тусовки, куда вы можете прийти, если вы хотите развлечься и постичь ночную жизнь Тюмени, которая, на удивление, просто удивляет. Здесь движ на каждом шагу. И днем, и ночью. Люди в четверг, в субботу, в воскресенье кайфуют, отдыхают, веселятся. Поэтому Тюмень рушит стереотипы, что Сибирь — это холод, а значит все зажаты. Нет, это холод, но это жара внутри людей. Вот и все. Мы начинали на этой набережной, мы же здесь наше путешествие заканчиваем. И выглядит, будто мы просто где-то там стартанули, прошли через весь город, посмотрели, где здесь парятся, где здесь кушают, чем здесь занимаются, увлекаются, развлекаются, познают, какие здесь классные магазины, какие здесь классные люди, и показали вам всю эту замечательную Тюмень и завершили наше путешествие здесь. Мое личное впечатление такое: Тюмень удивляет. Я думал, что это холодная Сибирь, город, который далеко от культурных центров России, но на самом деле нет. Вы вместе со мной увидели, что здесь город, который смог все это построить для себя, чтобы жизнь была достаточно комфортной, веселой, и отсюда не хотелось уезжать. Поэтому, Тюмень, тебе большой респект. Жителям Тюмени большой респект за теплый прием. Кведа, большое уважение за то, что все эти места нам показала. Ну а вас мы, конечно, приглашаем смотреть наш чек-лист, смотреть наши остальные выпуски, ставить лайки и приезжать в Тюмень. Тюмень того стоит.